Привет, друзья! Сейчас главные новости. Сегодня Европа находится в состоянии серьезных разногласий между странами. Германия увеличивает оборонные расходы, а Франция и другие страны внимательно следят за развитием ситуации. Фридрих Мерц хочет сильную армию, но в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен пытается держать страны вместе. Получается, что сегодня ведутся напряженные дискуссии по технологиям, финансам, что напрямую влияет на стабильность всего Европейского Союза. И это еще не все. Сейчас в Германии растет теневая экономика, миллиарды евро уходят в серую экономику, зарплаты, которые никто не учитывает, и налоги, которые не получают в бюджет. Что будет с пенсиями в Германии, социальными выплатами и городскими программами, если этот поток не остановить? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, я хотел бы сегодня сразу проанализировать ситуацию, которая касается будущего Европы как единого пространства. Все вы уже знаете, что в этом году Германия резко увеличила расходы на вооружение. Напомню, оборонный бюджет в 2026 году превысил 108 миллиардов евро. Это колоссальная сумма, и большая часть остается у немецких производителей. Доходы таких компаний, как Rheinmetall, выросли за последние годы с примерно 7,2 миллиарда евро до почти 11 миллиардов евро. На самом деле Германия сегодня это крупнейшая экономика Европейского Союза. В последнее время канцлер Фридрих Мерц и Борис Писториус неоднократно говорили о необходимости укрепления армии и создания того, что они называют конвенционально самой сильной армией в Европе. Это позиционируется как гарантия безопасности, но одновременно создает напряженные переговорные процессы с соседними странами и партнерами в ЕС. Почему же это так важно? Да потому что на фоне этих расходов европейские страны все меньше координируют общие проекты и все больше борются за, скажем так, свою долю пирога оборонных заказов. То есть вместо объединения европейской стратегии по закупке техники и вооружений, каждое государство пытается продвинуть свои корпорации, свои производственные цепочки. И на самом деле мы-то с вами понимаем, что это ведет к дублированию производства, увеличению стоимости и, что самое серьезное, я бы сказал, даже к разрыву коллективного доверия. Приведу сразу пример. Проект общего европейского истребителя Future Combat Air System должен объединить силы Германии, Франции и Испании, а также создать единый стандарт вооружения для всех. Однако из-за разногласий по распределению контрактов и лидерству проект постоянно задерживается. Например, сегодня в Германии инженеры и менеджеры говорят, что такие разногласия уже замедляют работу над новой авионикой и комплексами связи. Мы с вами, как люди, которые смотрят на риски объективно, видим, что 4 разные модели основных боевых танков во Франции, Германии и Италии создают фрагментацию, а не усиливают общую мощь. Немцы производят «Леопард», французы «Леклер», итальянцы свой аналог, и все они требуют собственных запасных частей, логистику, обучение экипажей. Это дорого, а взаимодействие в бою можно только мечтать. И вот давайте посмотрим, где начинается конфликт. Сейчас в Германии увеличение оборонных заказов – это хорошие новости для работников и заводов, но одновременно это усиливает конкуренцию между европейскими армейскими промышленностями. Почему? Да потому что страны начинают думать в категориях. Если мы не продвинем свое, то потеряем рабочие места и стратегическую независимость. Именно это затрудняет поддержку единства, которое критически важно сегодня для стабильности ЕС. Еще хочу вам напомнить, что в Брюсселе в конце 2025 года запустили программу под названием «Действия по обеспечению безопасности для Европы». То есть это попытка создать общий рынок оборонных заказов и выделить до 150 миллиардов евро на совместные проекты. Но, как часто бывает, в ней есть лазейки. Страны все еще могут закупать отдельные мощности для собственных армий, а не общие для Европейского Союза. Хочу также напомнить вам длинную историю. В 1990-е, 2000-е годы Европа пыталась выстроить совместные подходы к обороне через программы, такие как EDIP и Readiness Roadmap, то есть дорожная карта готовности, но взаимное недоверие, разное видение угроз и конкуренция между Францией и Германией подрезали эти усилия. Сейчас вместо того, чтобы создать единый европейский оборонный рынок, мы с вами наблюдаем растущий разрыв сильной национальной армии, при этом слабые совместные структуры. Уже сегодня Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе говорит о необходимости не просто тратить больше, а тратить согласованно, то есть общие закупки, общие стандарты, общие исследовательские программы. Но это требует, соответственно, политической воли, которую мы с вами пока не видим.
Еще один пример из жизни. На крупном предприятии в Нижней Саксонии рабочие отмечают рост заказов и загрузку на годы вперед. Но у французских коллег в то же время недавно были отменены контракты на совместное производство бронетехники, потому что Берлин решил усилить именно собственное производство. Это разочарование, которое есть у людей во Франции, чьи рабочие места зависят от европейской кооперации. И вот здесь главный смысл, который я хочу вам донести. Если Германия сейчас становится слишком доминирующей в оборонной промышленности, это не только экономический фактор, это и политический риск для европейского единства. И такое напряжение между национальными интересами и общей стратегией может привести к тому, что Европа потеряет то, что делало ее сильной, то есть это способность действовать вместе. Если сегодня в Европе процесс продолжится, страны могут сосредоточиться лишь на собственных интересах, что и ослабит общий европейский проект. Следующая новость очень важная. В начале этой недели я обратил внимание на одну из самых скрытых проблем немецкой экономики. Это теневую занятость, или так называемую параллельную экономику, через которую ежегодно проходят десятки миллиардов евро, не доходя, соответственно, до бюджета. Кстати, напомню вам, что это на самом деле не новость 2026 года, а еще в 2010-х годах уже обсуждали, что около 15% ВВП формируется в серой зоне, но на самом деле цифра куда выше. Кстати, я имею в виду не только какие-то там мелкие услуги, а это целые секторы, где зарплаты платят частично, наличкой и налоги и взносы почти не платятся. Сегодня в Германии эта проблема особенно заметна в нескольких направлениях. Например, строительные бригады в крупных городах, вы знаете, Берлин, Мюнхен, Гамбург, массово нанимают мигрантов. Часто это люди без официального контракта, за час работы получают 15-18 евро, но в кассу идет лишь часть. Вот, пожалуйста, пример. 45-летний мастер Сергей из Берлина за месяц зарабатывает около 4000 евро, но официально числится на минимальной ставке 1500 евро. Пенсионные и медицинские взносы уплачиваются только с этой суммы, а его будущая пенсия, как вы понимаете, уже снижена на годы вперед. Еще один сектор – это курьеры и водители доставки. Компании сегодня оформляют официально только часть сотрудников, остальная занятость ведется неофициально. Платформы вроде доставки еды и покупок формально декларируют оплату, но львиная доля транзакций остается устной договоренностью. Соответственно, миллионы евро уходят мимо налогов, и это влияет на городские бюджеты и социальные фонды. Еще одна отдельная история – уход за пенсионерами в Германии, пожилыми. Семьи нанимают сиделок, часто платят наличкой, чтобы избежать налогов и социальных взносов. 62-летняя Грета из Ганновера официально платила сиделке 1500 евро в месяц, а фактически 2600 евро. Налоги уплачивались только с меньшей суммы, остальное никто не учитывал. В результате государственный бюджет недополучал значительные суммы ежемесячно даже на одной семье. И это еще не все. Я думаю, вы со мной согласитесь, что мелкие сервисы вроде парикмахерских, уборщиков и частные репетиторы также формируют огромный поток теневых доходов. Часто это удобно и для клиента, и для самих работников, но бюджет и социальные фонды теряют миллиарды ежегодно. Вот какие я нашел цифры. По оценкам отраслевых источников, теневой рынок Германии сегодня может составлять 150-200 миллиардов евро в год. По другим источникам доходит даже до 510 миллиардов евро в год, а это около 4-5% ВВП. Почему же сегодня в Германии такой слабый контроль, хотя риторика государства жесткая? Во-первых, ресурсы муниципалитетов ограничены, инспекторов на всех объектах просто не хватает. Во-вторых, федеральное ведомство концентрируется на крупных налоговых схемах и борьбе с отмыванием денег, а мелкие услуги остаются вне прицела. В-третьих, это социальная логика. Семьи и небольшие фирмы подсознательно считают, что серые выплаты нормальны и выгодны. На самом деле, эта история с теневой экономикой в Германии не нова. Может быть, даже кто-то из вас помнит, как еще в 1930-х годах во время экономического кризиса также росли неформальные трудовые схемы. Тогда государство устроило контроль и внедрило систему регистрации абсолютно всех видов занятости, что сразу стабилизировало рынок. Еще один пример из жизни. 38-летний механик Александр из Гамбурга рассказывал в интервью, цитата: «Я плачу наличными, потому что и так проще всем. Но меня пугает, что потом пенсия будет меньше. Никто толком не знает, как это отразится через 20-30 лет». Поэтому сейчас мы с вами видим, что в Германии буквально сотни тысяч таких историй формируют огромный несметный поток, который, кстати, постепенно, скажем так, подтачивает социальные программы. На этом пока все. Спасибо за просмотр.